Президент против коррупции. Почему Мирзиёев пошел на открытый конфликт? Слова президента Шавката Мирзиёева прозвучали как мощный взрыв, эхом разлетевшийся по всей стране. Почему глава государства, который до сих пор осторожно обходил эту деликатную тему стороной, вдруг резко и без обиняков начал обвинять чиновников в демонстративной любви к роскоши? Что именно послужило той последней каплей, переполнившей чашу его терпения? Это не просто вопрос морали или этики, это вызов, брошенный всей системе, долгие годы привыкшей к абсолютной безнаказанности. Причина столь громкого заявления Мирзиёева лежит на поверхности. Ситуация с коррупцией стала настолько критичной, что игнорировать ее дальше стало опасно. Чиновники, привыкшие к вседозволенности, настолько явно стали выставлять на показ свое богатство, что это начало вызывать возмущение даже у самых терпеливых граждан. Элитные особняки, автомобили, дорогие украшения — все это резко контрастирует с жизнью простых узбекистанцев, которые сталкиваются с реальными трудностями каждый день. Вопрос в другом: почему президент решился нарушить молчание именно сейчас? Последние годы Мирзиёев активно продвигал реформы, открывал страну для внешних инвестиций, пытался улучшить репутацию Узбекистана на международной арене. Однако в то же самое время коррупция не просто оставалась актуальной, она буквально расцветала, тормозя любые попытки модернизации и развития. Возможно, Мирзиёев осознал, что без решительного удара по коррупции все его реформы и усилия могут пойти насмарку. Кроме того, давление общества на власть достигло беспрецедентного уровня. Люди, наблюдая за тем, как чиновники продолжают обогащаться на фоне общей бедности, начали открыто выражать недовольство, которое могло перерасти в социальные протесты. Понимая эту опасность, президент был вынужден выступить публично, чтобы доказать обществу, что власть слышит и готова реагировать. Что же касается самих чиновников, то они долгие годы мастерски скрывали свои истинные доходы и активы от глаз общественности. Используя различные схемы и офшоры, они выводили деньги за границу, приобретали элитную недвижимость в других странах и жили в параллельной реальности, недоступной простым гражданам. Их образ жизни резко отличался от декларируемых доходов, что уже давно стало открытым секретом. Но до сих пор никто не решался поднять этот вопрос на официальном уровне. Слова Мирзиёева прозвучали как предупреждение и вызов одновременно. Президент, возможно, понимает, что идет на огромный риск, начиная открытую борьбу с теми, кто привык считать себя неприкасаемыми. Однако, вероятно, другого выхода у него уже нет. Если он проигнорирует эту проблему, он рискует потерять поддержку общества и разрушить доверие к власти полностью. Теперь вся страна замерла в ожидании следующих шагов президента. Смогут ли эти слова стать отправной точкой для реальных перемен, или останутся лишь громким лозунгом? Ответ на этот вопрос будет определяющим для будущего Узбекистана. Рискованный шаг, что ждет Узбекистан после заявления Мирзиёева. После того, как Шавкат Мирзиёев сделал громкое заявление, осудив демонстративную роскошь чиновников и назвав коррупцию главным врагом страны, весь Узбекистан затаил дыхание, ожидая продолжения. Самый главный вопрос, который волнует сейчас каждого гражданина: пойдут ли за словами президента реальные действия, или же все снова сведется к громким лозунгам, не имеющим последствий. История показывает, что коррупция — это многоголовая гидра, победить которую непросто, особенно когда она глубоко укоренилась в государственной системе. Реакция самих чиновников после заявления президента была неоднозначной. Многие из них явно занервничали. Кто-то уже начал предпринимать активные шаги, пытаясь показать свою лояльность, демонстративно отказываясь от предметов роскоши и заявляя о поддержке курса президента. Другие же чиновники предпочли сохранять спокойствие, надеясь, что волна общественного возмущения быстро утихнет, а все вернется к прежнему состоянию. Однако есть и третья группа тех, кто воспринял слова президента как прямую угрозу своему положению и благополучию.
Они начали действовать осторожнее, стараясь скрыть следы своих богатств и приготовиться к возможным проверкам и расследованиям. Но в любом случае, наивно полагать, что громкие заявления президента мгновенно изменят ситуацию. Коррупция — это не просто отдельные случаи взяток и незаконных доходов, это система, в которой задействованы сотни и тысячи людей на всех уровнях власти. Борьба с ней потребует от Мирзиёева не только политической воли, но и готовности пойти на жесткие меры. Например, проведение масштабных расследований и даже посадки крупных чиновников могут стать необходимым шагом, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Но готов ли президент пойти так далеко? Граждане Узбекистана хотят увидеть не просто громкие заявления, а реальные перемены в своей жизни. Они устали видеть чиновников, живущих в роскоши, в то время как сами сталкиваются с нехваткой рабочих мест, низкими зарплатами и отсутствием социальных гарантий. Люди хотят видеть прозрачность в государственных закупках, ясность в распределении бюджетных средств и равенство перед законом. Президент сможет хотя бы частично выполнить эти требования, он значительно укрепит свою репутацию и доверие народа. Однако не все так просто. Любые серьезные реформы сопровождаются сопротивлением со стороны тех, кто привык жить за счет коррупционных схем. Эта элита будет всячески препятствовать изменениям, используя связи, ресурсы и административные рычаги, чтобы саботировать любые инициативы президента. Мирзиёеву предстоит столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны тех, кто десятилетиями пользовался коррупционными схемами и привык жить за счет государства. Надежда на реальные перемены, безусловно, есть. Важно, что общество активно поддержало заявление президента, выразив готовность помочь ему в борьбе с коррупцией. СМИ, общественные активисты и простые граждане теперь внимательно следят за каждым его шагом и будут жестко оценивать каждый следующий этап этой борьбы. Для Мирзиёева это уникальный исторический момент. Он может войти в историю как лидер, победивший коррупцию, или же остаться тем, кто произносил красивые речи, не решившись на реальные действия. Узбекистан сейчас стоит на историческом перепутье. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли страна сделать решительный шаг вперед, избавившись от многолетней проблемы коррупции, или все-таки слова президента останутся лишь громким и пустым звуком, а чиновники продолжат жить в роскоши, совершенно не замечая страданий собственного народа. Выбор за президентом, а последствия его решений будут ощущать на себе миллионы граждан Узбекистана. Покажут, сможет ли страна сделать решительный шаг вперед, избавившись от многолетней проблемы коррупции, или все-таки слова президента останутся лишь громким и пустым звуком, а чиновники продолжат жить в роскоши, совершенно не замечая страданий собственного народа. Выбор за президентом, а последствия его решений будут ощущать на себе миллионы граждан Узбекистана.